просто фокус-покус. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Фокус-покус» 1993 года, «Хокус-покус» – фэнтезийный комедийный фильм с Бет Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджами в главных ролях детской страшилки о воскрешении трех сестер-ведьм накануне Хэллоуина. «Фокус-покус» 1993 года – прекрасная комедийная фэнтези, которую выпустила студия Disney, находившаяся на тот момент на очередном большом подъеме, после грандиозного успеха своих мультипликационных лент «Русалочка» 1989 года и «Красавица и чудовище» 1991 года. После выхода на видео и DVD комедия «Фокус-покус» обрела новую жизнь, а многочисленные показы на празднике сделали этот фильм культовым в США и ряде европейских стран. Макс, отличное шоу. Заткните уши. Я колдовала вас. Фильм «Фокус-покус», актеры и роли. Бет Мидлер, Винни Сандерсон, главная ведьма. Сара Джессика Паркер, Сара Сандерсон, сексуальная ведьма. Кэти Наджами, Мэри Сандерсон, смешная ведьма. Омри Кац, Макс Деннисон. Тора Бёрч, Дэнни Деннисон, младшая сестра Макса. Винесса Шоу, Эллисон, школьная красавица. Шон Мюррей, Текери Бинкс, 300-летний мальчик черный кот. Аманда Шепер, Эмили Бинкс, сестра Текери. Ларри Бэгби, Эрни Айс, хулиган. Тобиаш Эллинек, Джей, хулиган, друг Эрни. Кэтлин Фриман, мисс Оллен, учительница Макса и Эллисон. Даг Джонс, Билли Бутчерсон, восставший из могилы любовник Винни Сандерсон. Поспеши. Быстрее. Убей его. Сделай это сейчас. Ведьма, ты распутная женщина. Неряха. Ты исчадие ада с торчащими зубами. Я ждал века, чтобы сказать тебе это. Говори все, что хочешь, только не дыши на меня. Билли. Роль Макса Деннисона первоначально планировалась для Леонардо Ди Каприо, но ее получил Омри Кац, поскольку Ди Каприо в это время работал над фильмом «Что гложет Гилберта Грейпа» 1993 года. Роль Мэри Сандерсон предложили Рози О'Доннелл, но позже она сообщила, что отказалась, поскольку не хотела выглядеть на экране страшной ведьмой. Актриса Сара Джессика Паркер, сыгравшая одну из ведьм, изучая свою родословную, обнаружила, что среди ее предков есть женщина, жившая в Салеме и обвиненная в колдовстве, как и персонаж самой звезды. Основные съемки комедии «Фокус-покус» проходили в течение 5 месяцев в американском городе Салем, там же, где по сюжету разворачивается основное действие фильма. Бет Мидлер неоднократно рассказывала в своих интервью, что роль ведьмы Виннифред в фильме «Фокус-покус» является для нее самой любимой из всех сыгранных ею персонажей. Останови машину, дай мне взглянуть на твои водительские права. Нет, Макс. Сопротивление при аресте? Черного кота в фильме «Фокус-покус» играли сразу несколько животных. Кроме этого, в некоторых сценах была задействована и кукла-робот. Во время празднования 25-летия картины Сара Джессика Паркер призналась, что действительно съела паука на съемках «Хокус-покус» 1993 года. Бабочки во рту восставшего из могилы Дага Джонса были настоящими, они сделаны им посредством компьютерных технологий. Во рту актера размещался небольшой резиновый мешочек, чтобы бабочки не проникли вниз по горлу, а в мешочке было небольшое отверстие, чтобы через него проходил воздух, и Джонс мог кашлять. Сара Джессика Паркер рассказывала, что и так удобно было сидеть в специальном седле на метле, что во время длительных перерывов она с нее не слезала, а оставалась на месте и читала припасенную для такого случая газету. Идите сюда, маленькие детки. Время играть в моем волшебном саду. Кладбище снимали в самом большом павильоне студии Walt Disney. На съемочную площадку в павильоне даже специально завезли настоящие березы и вязы с восточного побережья. Для съемок сцены, где героиня Бет Мидлер взрывается от солнечного света, ближе к концу фильма «Фокус-покус», использовалось несколько статуй актрисы. Одна такая статуя из книги заклинаний выставлена в ресторане сети Planet Hollywood,
в Орландо в штате Флорида. Саму сюжетную завязку будущего фильма «Фокус-покус» придумал продюсер Дэвид Киршнер после того, как они с дочкой, сидя ночью, увидели странного черного кота, который их куда-то пытался отвезти. За одну ночь он набросал сюжет, с которого началась история производства картины еще в 1984 году. Изначально главным героем фильма «Фокус-покус» были дети, и он был гораздо мрачнее, чем финальная версия. По всем параметрам это был мистический хоррор, хотя и с элементами черного юмора. Что там написано? Круг из соли защитит от зомби, ведьм и бывших поклонников. А как насчет нового поклонника? Фильм «Фокус-покус». Сюжет. На Хэллоуин 1693 года сестры Сандерсон, Виннифред Бет Мидлер, Мэри Кэти Наджеми и Сара Джессика Паркер заманили в свою хижину маленькую Эмили Бинкс, Аманда Шепард, чтобы выпить ее жизненную силу и стать молодыми. Ее брата Теккери, Шон Мюррей, который пытался ее спасти, они превратили в черного кота. Но местные жители схватили ведьм и повесили их. Однако Виннифред перед повешением произнесла пророчество проклятия, согласно которому, если девственник или девственница в ночь Хэллоуина зажжет свечу с черным пламенем в их доме, то ведьмы встанут из могил и выпьют жизненные силы всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми. 300 лет спустя в город переезжает семья Деннисон. Дом сестер Сандерсон стал музеем, в котором все осталось как при их жизни, в том числе и свеча. Старший сын Макс, Омри Кац, зажигает свечку, а его младшая сестра Дэнни, Тора Бёрч, находит магическую книгу, ради которой ведьмы продали свою душу дьяволу. Огромный черный говорящий кот пытается помешать зажечь свечу, но дело сделано, и ведьмы возвращаются. Теперь у них есть время только до рассвета, чтобы вернуть книгу, убить парня, кота и девочку, и выпить жизненные силы из всех детей в городе. Поскольку коварным сестрам пришлось воскреснуть через 300 лет после смерти, им придется привыкать к современным реалиям. Творя магические гадости, сестры Сандерсон так увлекаются этим занятием, что забывают о своем хитром противнике – черном коте Теккери Бинксе. Но есть сила, которая сильнее вашего колдовства. Это знание. И есть одна вещь, которую вы не знаете. И что же это, пижон? Перевод часов на зимнее время. Перевод часов на зимнее время? Помоги нам, Винни! Мы превращаемся в пыль! Комедия «Фокус-покус» является превосходной фэнтези-картиной в стиле старого доброго Диснея, попутно высмеивая различные сценарные клише. Чего стоит только Мэри Сандерсон, оседлавшая пылесос вместо метлы, перешла на новый уровень. «Фокус-покус» не чурается здоровой иронии. Чего стоит только костюм матери Макса Деннисона, явно высмеивающий эксперименты Мадонны в начале 90-х. В какой-то момент в сюжете «Фокуса-покуса» 1993 года начинают проступать элементы кэмпового юмора, достигающие апогея в сцене вечеринки, где главным антагонисткам так заходит зловещая версия хита Фрэнка Синатры «I put a spell on you» «Я тебя околдую», что они устраивают целое музыкальное шоу. Бет Мидлер в фильме «Фокус-покус» просто великолепна. Она показывает все свои сильные стороны, за которые ее полюбили зрители. Ее героиня Виннифред – это зловещая, но одновременно забавная героиня, которая может и напугать, и песню спеть. Видно, что актриса с огромным удовольствием исполняет свою роль. Не зря Мидлер не раз говорила, что съемки были самыми забавными в ее жизни. И книга сказала. Да? Я помню, как будто это было вчера. Да? Масло от фурункулов и нос мертвеца. Пальцы с ноги мертвеца. Она пытается сконцентрироваться. Нет, его большой палец. Большие пальцы? Или это были его десны? Я не знаю. Ягодица мертвеца. Звучит как... Мумия. Мумия. Шутки. Шутки. Чанги. Чанги. Чанги? Чанги мертвеца. Роли сестер Бет Мидлер исполняют Сара Джессика Паркер, откровенно высмеивающая своим образом нарочитую сексуальность и будто предвидя свой образ из «Секса в большом городе», а также комедийная актриса Кэти Наджеми, которая своими кривляниями и ужимками вполне может составить конкуренцию молодому Джиму Керри. «Фокус-покус» 1993 года – это отличная диснеевская сказка из тех времен, когда трава была зеленее. Здесь не грузит инклюзивностью, социальными проблемами и прочей повесткой. «Хокус-покус» – это волшебная история, которая вполне может составить конкуренцию самым известным представителям жанра. А некая условность и кэмповый юмор превращает ленту в универсальный аттракцион, который будет интересен представителям всех возрастов, обожающим смотреть на «Фокус-покус». У нас гости. Мне все равно, кто они.
Сестры Сатана женился на Медузе. У нее в волосах змеи. Я не хочу играть в эти игры. Мои 3 любимые ведьмы. А вы не слишком стары для того, чтобы собирать сладости? Утром мы будем моложе. Да. Да, конечно, я тоже.